Ты когда-нибудь задумывался, почему одни люди — жаворонки, а другие — совы, и это не просто привычка? Наука хронобиология утверждает, время твоего рождения оставляет отпечаток на всю жизнь. Час, в который ты появился на свет, влияет на твой характер, здоровье и даже успех. Исследователи из разных стран изучали тысячи людей, и результаты удивительны. Сегодня разберем скрытые преимущества каждого времени суток рождения. Хронобиология — это наука о биологических ритмах организма. Ее основа — циркадный ритм, внутренние часы, которые есть у каждого живого существа. Эти часы настраиваются в момент рождения под воздействием света, температуры и гормонального фона матери. Ученые Кембриджского университета в 2015 году установили, время рождения влияет на настройку циркадных часов. Это не астрология, это биология. Речь идет о конкретных генах и нейронных паттернах. Супрахиазматическое ядро мозга — это главный хронометр нашего тела. Оно получает сигналы от сетчатки глаза и регулирует сон, аппетит, настроение и иммунитет. Когда ты рождаешься, это ядро получает первичную настройку по окружающей среде. Время суток задает базовую фазу этого ритма, и она сохраняется десятилетиями. Именно поэтому ночные люди не могут просто взять и стать жаворонками по желанию. Разные времена суток рождения дают разные нейрохимические профили. У ночных выше базовый уровень дофамина, у утренних – серотонина. Это напрямую влияет на темперамент, склонность к риску и социальное поведение. Сезон рождения тоже имеет значение, но время суток – более тонкий и точный фактор. Важно понимать, это предрасположенности, а не приговор. Понимание их дает преимущество. Рожденные ночью с полуночи до 6 утра – особая категория людей. Статистически их меньше всего. Природа явно не жалует ночные роды, но именно поэтому у них есть скрытое преимущество. Редкость формирует уникальность. Исследования показывают, ночные люди в среднем имеют более высокий IQ. Это связано с тем, что их мозг более активен в нестандартное время. Он работает против течения. Ночью тихо, нет суеты, нет ожиданий, нет толпы. Ночной человек рождается в этой тишине. Она формирует склонность к глубокому одиночному мышлению и интроверсии. Многие великие философы, писатели и математики – ночные рождения. Их мозг буквально настроен на поиск паттернов в темноте, там, где другие видят только ночь. Дофамин у ночных людей выделяется позже, поздним вечером и ночью, поэтому они продуктивнее всего с 22:00 до 3:00. И это не лень, а биология. Принудительный ранний подъем для них – хронический джетлаг без перелета. Исследование 2019 года показало, принудительные ранние жаворонки из ночных людей живут в среднем на 2-3 года меньше из-за хронического стресса. Ночные рождения чаще выбирают профессии, связанные с творчеством, программированием и исследованиями. Их лучшее время для принятия решений – поздний вечер, когда все остальные уже устали. У них повышена чувствительность к сенсорным стимулам – музыке, свету, запахам. Это делает их глубокими ценителями искусства и эстетики. В социальных ситуациях они наблюдатели, а не инициаторы, но их наблюдения точны и глубоки. Ночной человек редко поверхностен. Он предпочитает одну глубокую беседу 10 светским разговорам. Их интуиция развита сильнее. Ночная тишина обостряет способность улавливать невербальные сигналы. Скрытое преимущество. Пока мир спит, ночной человек думает, создает и решает. Исторически именно в ночные часы случались прорывы. Ньютон, Тесла, Кафка – все ночные. Ночные рождения лучше справляются с одиночеством и реже страдают от скуки. Их внутренний мир настолько богат, что им не нужна постоянная внешняя стимуляция. Если ты рожден ночью, твоя суперсила в глубине, а не в скорости. Утреннее рождение с 6 утра до полудня – самая многочисленная группа. И не случайно. Природа оптимизировала роды под дневной свет. Это безопаснее эволюционно. Утренние люди – жаворонки по рождению, а не по воспитанию. Их циркадные часы настроены на ранний подъем, и это дает им огромное преимущество в современном мире. Мир работает по расписанию жаворонков.
Офисы открываются в 9, школы – в 8. Серотонин у утренних людей пиковый с 7 до 11 утра. Они буквально химически счастливы по утрам. Это формирует оптимистичный взгляд на жизнь и устойчивость к депрессии. Исследования Гарварда показали, утренние люди в среднем более счастливы, чем вечерние. Утренние рождения лучше справляются со стрессом. Их кортизол утром на пике, что помогает мобилизоваться. Пик концентрации и аналитического мышления у них с 9 до 12 часов. Именно в это время они принимают лучшие решения, ведут переговоры и решают сложные задачи. Физически утренние люди тоже выигрывают. Их мышечная сила и координация пиковые рано утром. Поэтому среди профессиональных спортсменов-одиночек, бегунов, пловцов, непропорционально много утренних рождений. Утренние люди более дисциплинированы. Их биологический будильник согласован с социальными требованиями. Они реже прокрастинируют в первой половине дня, когда другие только раскачиваются. Коммуникативные навыки у утренних людей на пике именно утром. Они лучшие переговорщики в первой половине дня. Политики, менеджеры и лидеры непропорционально часто утреннее рождение. Их скрытое преимущество – синхронизация с миром. Они не тратят энергию на борьбу с ритмом социума. Утренние люди быстрее восстанавливаются после болезней. Их иммунный пик тоже утром. Они чаще придерживаются режима питания, что положительно влияет на обмен веществ. Социально утренние люди воспринимаются как более надежные и ответственные, и это не иллюзия. Их мозг буквально лучше функционирует в те часы, когда общество требует результатов. Важные замечания. Утренние люди теряют преимущество после 15:00. Это их мертвый час. Поэтому умные утренние люди планируют сложные задачи на первую половину дня. Если ты рожден утром, ты живешь в синхронизации с миром. Используй это окно максимально. Дневные рождения с полудня до 6 вечера. Люди с уникальным балансом энергии. Они появились на свет в самое активное время суток, когда природа на пике своих сил. Это накладывает отпечаток. Дневные люди обычно более экстравертированы и социально активны. Их циркадные часы настроены на середину дня, пик солнечной активности. Витамин D, который активно синтезируется в дневные часы, в момент рождения влияет на нейроразвитие. Дневные рождения демонстрируют более высокие показатели эмоционального интеллекта. Они лучше считывают настроение группы и умеют адаптироваться к социальным ситуациям. Пик их энергии и коммуникации с 14 до 18 часов. Именно тогда они в потоке. В отличие от утренних, дневные люди не теряют энергию после обеда. Они набирают обороты. Это делает их идеальными для работы, требующей длительной концентрации и командного взаимодействия. Исследования показывают, дневные рождения чаще становятся лидерами в командных видах спорта. Их природный ритм совпадает с ритмом командных взаимодействий. Они умеют читать команду. Дневные люди лучше управляют своими эмоциями в публичных ситуациях. Их лимбическая система более стабильна в активное дневное время. Среди успешных предпринимателей и топ-менеджеров дневные рождения встречаются непропорционально часто. Их скрытое преимущество – способность поддерживать высокую эффективность на протяжении всего рабочего дня. Дневные люди редко испытывают резкие энергетические провалы. Их кривая активности более пологая. Они лучше переносят смену часовых поясов и адаптируются к новым ритмам быстрее. Физически они достигают лучших результатов во второй половине дня – мышцы, реакция, выносливость. Среди профессиональных командных спортсменов дневных рождений статистически больше. Социально дневные люди воспринимаются как харизматичные и энергичные, потому что они буквально в своем пике, когда общаются. Их слабое место – ночь. К 22:00 они резко теряют продуктивность и остроту мышления. Умные дневные люди не назначают важных встреч и решений на поздний вечер. Они также лучше реагируют на физические упражнения. Их гормональный ответ на тренировки оптимален во второй половине дня. Дневное рождение – это природный заряд социальной энергии, встроенный на биологическом уровне. Если ты рожден днем, твой мир – это люди, команды и действия. Расцветаешь в движении. Вечернее рождение – с 6 вечера до полуночи. Люди сумерек и переходов.
Вечер — это граница между днем и ночью, и люди, рожденные в это время, несут в себе оба мира. Они совмещают социальность дневных с глубиной ночных. Редкое и мощное сочетание. Пик их энергии и ясности ума с 18 до 22 часов. Именно тогда они на своем максимуме. В эти часы их память, концентрация и творческое мышление работают лучше всего. Вечерние люди – природные стратеги. Они видят картину целиком, потому что думают в конце дня, когда все уже произошло. Их мозг анализирует события дня в режиме реального времени. Это развивает исключительный аналитический склад. Исследования показывают, вечерние рождения чаще выбирают профессии, связанные со стратегией, аналитикой и искусством. Среди шахматистов, стратегов и аналитиков вечерних рождений непропорционально много. Их интуиция заточена на синтез. Они умеют объединять разрозненную информацию в цельную картину. Социально вечерние люди раскрываются именно в вечерних ситуациях – ужинах, дискуссиях, встречах. Утром они могут казаться медлительными и замкнутыми. Это не их время. Но к вечеру они становятся самой интересной версией себя. Физически вечерние рождения достигают пика в поздний день. Их лучшие тренировки между 17 и 21 часом. Их болевой порог вечером выше, координация лучше. Это подтверждено спортивными исследованиями. Среди одиночных творческих спортсменов, фигуристов, гимнастов, боксеров вечерних рождений больше. Вечерние люди лучше справляются с переговорами и дипломатическими ситуациями. В их пиковое время. Они умеют видеть компромисс там, где другие видят конфронтацию. Это ценнейший навык. Скрытое преимущество вечерних. Они работают, когда утренние уже истощены, а ночные еще не разогрелись. Это дает им уникальное окно, в котором практически нет конкуренции за ресурсы и внимание. Вечерние рождения более устойчивы эмоционально. Их пик самообладания в конце дня, когда эмоции у других уже расшатаны. Они реже совершают импульсивные поступки поздним вечером, в отличие от утренних, которые к этому времени теряют самоконтроль. Среди писателей, режиссеров и стратегов-инвесторов вечерних рождений статистически больше. Их слабое место – раннее утро. Не назначаем встреч в 8 утра. Это гарантированно худшая версия себя. Если ты рожден вечером, ты человек золотого часа. Все самое лучшее в тебе расцветает на закате. Знание своего хронотипа рождения – это не просто интересный факт, это инструмент. Первое правило – планируй самые важные задачи на пик своей природной активности. Для ночных – это вечер и ночь, для утренних – первая половина дня, для дневных – середина рабочего дня, для вечерних – золотой час с 18 до 22. Второе правило – не иди против своего ритма там, где у тебя есть выбор. Если ты можешь выбрать время переговоров, выбирай свое пиковое время. Если ты можешь перенести тренировку на свой биологический пик, перенеси. Исследования в области хронофармакологии показывают, даже лекарства работают лучше, если принимать их в нужное для твоего хронотипа время. Третье правило – не стыдись своего ритма. Ты не лентяй и не трудоголик. Ты просто другой хронотип. Четвертое правило. Используй время упадка для восстановления, а не для борьбы с собой. Ночной, вынужденный работать утром, должен восстанавливаться в обеденный перерыв. Утренний, работающий допоздна, должен компенсировать это качественным ранним сном. Пятое правило. Среди близких тебе людей определи их хронотипы. Это снизит конфликты. Большинство конфликтов жаворонков и сов в семьях – это столкновение хронотипов, а не характеров. Синхронизируй важные разговоры с пиком обоих, и ты удивишься, насколько легче будет договориться. Время твоего рождения – это не судьба, но это подсказка о твоей природе. Наука хронобиология дает нам ключ к пониманию того, почему мы такие, какие есть. Используй свой хронотип как суперсилу. Знай свое пиковое время и защищай его. Мир будет пытаться загнать тебя в чужое расписание. Не позволяй ему. Ты рожден в свое время, и это время лучшее для тебя.